Почему раньше казалось, что депрессии было меньше? На первый взгляд может показаться, что люди прошлого просто были сильнее, выносливее и легче переносили трудности. Но если посмотреть глубже, причина совсем не в этом. Дело в том, что человеческий мозг формировался сотни тысяч лет в совершенно другой среде. Большую часть истории люди жили в природе, небольшими группами, где все было относительно понятно и предсказуемо. Каждый день был связан с конкретными задачами: найти еду, построить укрытие, защитить семью, выжить. Да, такая жизнь была тяжелой физически. Но для психики она была удивительно естественной. Наш мозг эволюционно адаптирован именно к таким условиям. Он создавался не для постоянного потока информации, бесконечных уведомлений и сравнения себя с миллионами людей. Одна из главных причин, почему сегодня депрессивные состояния встречаются чаще, это социальное сравнение. Раньше человек сравнивал себя только с теми, кого видел рядом. Это был ограниченный круг. Сегодня же мы ежедневно видим сотни и тысячи чужих жизней. Социальные сети показывают только лучшие моменты: успех, красоту, богатство, достижения. И мозг начинает автоматически сравнивать, даже если мы этого не замечаем. На психологическом уровне это воспринимается как сигнал. «Я недостаточно хорош». Это запускает стрессовую реакцию. Мозг начинает работать в режиме тревоги. Но проблема в том, что мозг не понимает, что большинство того, что мы видим в интернете, это нереальная жизнь. Для него это настоящая социальная среда. Каждое чужое достижение он воспринимает как сравнение, каждую красивую жизнь как напоминание, что ты отстаешь, и постепенно человек начинает чувствовать, будто с ним что-то не так. Хотя на самом деле его психика просто перегружена. Раньше у человека почти не было времени, чтобы постоянно думать о себе. Внимание было направлено наружу, на людей рядом, на природу, на выживание, на реальную жизнь. Сегодня внимание постоянно направлено внутрь. Достаточно ли я успешен? Достаточно ли я красив? Почему другие счастливее меня? Мозг начинает зацикливаться. Психологи называют это когнитивной перегрузкой. Слишком много информации, слишком много сравнения, слишком мало настоящей жизни. И самое опасное, человек начинает думать, что проблема в нем самом. Но часто проблема в среде, в которой живет современный мозг. Потому что человеческая психика не успела эволюционировать с той же скоростью, с какой скоростью изменился мир. Мир изменился слишком быстро. Но человеческий мозг – нет. Просто психика оказалась в среде, которой не была готова. Но хорошая новость в том, что мозг все еще способен возвращаться в более естественное и спокойное состояние. Первое – движение. Когда человек двигается, мозг начинает вырабатывать серотонин и дофамин, вещества, связанные с ощущением энергии и спокойствия. Наш организм создан не для постоянного сидения. Даже обычная прогулка уже снижает уровень тревоги. Второе – живое общение. Мозг плохо переносит одиночество, даже если вокруг тысячи людей в интернете. Настоящий разговор, поддержка, смех, контакт – это буквально лекарство для психики. Когда мозг постоянно получает поток новостей, видео, уведомлений, он не успевает восстанавливаться. Поэтому иногда самое полезное – просто побыть в тишине. Без телефона, без сравнения, без бесконечной ленты. И самое главное – депрессия – это не слабость. Очень часто это сигнал, что мозг устал жить в условиях, к которым он эволюционно не был готов. Иногда человеку нужен не успех, а сон, спокойствие, поддержка и ощущение, что он не один.